Всем привет, с вами Александр. Наш очередной видеообзор мы посвящаем микрофонному предусилителю DBX286S. DBX286S – это одноканальный микрофонный предусилитель с 5 динамическими процессорами, в число которых входят компрессор, деэссор с регулируемой частотой, энхансер низких и высоких частот, а также экспандер Gate. На передней панели мы также можем видеть регулятор уровня входного сигнала, кнопку включения фантомного питания 48 вольт, кнопку включения обрезного фильтра высоких частот на входе с частотой среза 80 Гц, а также кнопку bypass для обхода сигнала. Также видим светодиодные индикаторы входного уровня, глубины компрессии и перегрузок. Крайняя правая ручка – это регулятор уровня выходного сигнала. На задней панели расположены сбалансированный микрофонный вход на разъеме XLR, линейный вход, разрыв для подключения внешней обработки, гнездо выхода, а также разъем для подключения встроенного блока питания. Ну а теперь на опытном примере нам предстоит протестировать каждый процессор в отдельности. Начнем с секции предусиления. Ручкой установим необходимый вам для работы уровень громкости. Четырехсегментный индикатор будет показывать вам уровень подачи входного сигнала. Главное, наблюдайте за тем, чтобы красная лампочка никогда не загоралась. Далее, кнопка включения фантомного питания для возможности использовать конденсаторные микрофоны и кнопка среза низких частот на границе 80 Гц. Сейчас мы услышим, как это работает. 500 плюс 50 плюс 5 получается 555. И попробуем в режиме High Pass. 500 плюс 50 плюс 5 получается 555. Следующая кнопка – это Bypass. Нажимая на эту кнопку, вы обходите цепь обработки сигнала. То есть исключается компрессор, деэссор, энхансер, экспандер Gate и любая обработка, включенная в разрыв. Переходим к секции компрессора. Два регулятора. Первый из них Drive. Вращая этот регулятор по часовой стрелке, вы усиливаете входной сигнал. Слишком высокие установки Drive повлекут за собой существенное увеличение сигнала, что приведет к искажениям, поэтому усиление нужно использовать очень аккуратно. Второй регулятор Density используется для изменения времени возврата. Медленный возврат, как правило, служит для гладкой компрессии и применяется чаще всего для подавления шума, присутствующего на фоне вокала и акустических инструментов, и в то же время быстрый возврат применяется для уплотнения звучания ударных инструментов. Слушаем и замечаем, как это работает. При использовании компрессора наблюдайте за индикатором, который отображает действительный пик понижения коэффициента. Если загорается крайний слева красный индикатор, дальнейшее понижение коэффициента усиления попросту больше невозможно. Переходим к блоку деэссора. С его помощью мы можем избавиться от паразитических шипящих и свистящих согласных. Два регулятора. Первый – Frequency. С его помощью можем установить параметры фильтра. Обычно частоту среза устанавливают между 4 и 8 кГц. И Threshold для установки чувствительности. Сейчас мы услышим, как мои обильные эски становятся менее заметными. Слишком сильные эски становятся менее заметными. Секция энхансера – это устройство, изменяющее тональную окраску звука за счет добавления гармоник. Регулятор LF обогащает звучание низкими частотами за счет усиления частоты 80 Гц и ослаблением частоты 250 Гц для исключения среднечастотного гула. Регулятор HF определяет количество высокочастотного сигнала. Все это способствует повышению детальности звука, что упрощает работу при сведении треков и обработке вокала. Экспандер Gate служит для того, чтобы максимально вырезать внешние и внутренние шумы.
При правильно подобранных настройках хорошо приглушает шумы в паузах при записи вокала. Однако, если условия записи у вас, мягко говоря, экстремальные, то эффективность его работы будет мала. Можем посоветовать звукопоглощающие экраны SE Reflection Filter и использовать закрытые наушники. Регулятор Threshold служит для установки уровня, на котором экспандер Gate будет полностью открыт на пути прохождения сигнала. В положении Off сигнал проходит без изменений, в положении максимальном Gate приглушает входные сигналы с уровнем ниже около 15 дБ. Ну а коэффициент ослабления зависит от положения регулятора Ratio. Я вращаю ручки, и вы слышите, что звук меняется. Ну и наконец Gain. Это регулировка уровня выходного сигнала. Особенно полезен для компенсации изменений уровня РМС в процессе обработки сигнала. Выходная мощность предусилителя довольно большая, и при подключении предусилителя в звуковую карту обязательно нужно использовать линейный вход, так как если использовать микрофонный, то соберете все мыслимые и немыслимые шумы и искажения. Красный индикатор срабатывает, когда секция обработки перегружена. Это приведет к искажениям, поэтому необходимо понизить сигнал и никогда не позволять индикатору загораться. Если индикатор по-прежнему горит, попробуйте понизить уровень входного сигнала регулятором Drive. Используя процессоры предусилителя, старайтесь не допускать клипования ни одного блока, для того чтобы ваша запись была максимально качественной и не имела никаких искажений. Более подробное описание и примеры подключения и использования предусилителя DBX286S вы можете увидеть на нашем сайте